Приветствую вас. Тема нашего разговора сегодня – это переговоры, переговорная плоскость между тремя странами – это Россия, Китай и США. Несколько недель назад я просматривала международные СМИ, и там говорили о том, что Россия с Соединенными Штатами ведет секретные переговоры, но предлагаю посмотреть на ситуацию чуть шире и захватить еще Китай. Итак, переговорная плоскость между Россией, Китаем и Соединенными Штатами Америки. Китай, Россия, США. Пройдемся по целям и задачам каждой из сторон. По отшельнику здесь говорит о том, что плотного контакта нет, плотного взаимодействия нет. Каждая из сторон придерживается в большей степени своей какой-то позиции, но по всей видимости отстаивать ее будут чуть позже, потому что здесь, если мы посмотрим на взаимоотношения, это заблокированный переговорный процесс, это заблокированные какие-то экономические связи. Цели и задачи относительно этих трех стран находятся в определенном тупике. Не могу сказать, что отсутствует коммуникация. Коммуникация действительно есть, но она несколько неуспешная. Если мы говорим про цели и задачи Китая в отношении трех стран, то здесь у нас 7 кубков, 2 пентаклей и 4 кубков. Есть определенная позиция, она, скажем так, несколько нестабильная, либо в отношении Китая может означать, что, условно говоря, есть белые пятна вот в этой стратегии, которые будут предусматривать интересы Китая. Китай в данном случае он ожидает. По 4 кубков готов рассматривать какие-то предложения, но позиция такая достаточно спокойная. Попытка балансировать между оставшимися двумя участниками, то бишь между Россией и Соединенными Штатами. Позиция России здесь достаточно жесткая. Обратите внимание, здесь у нас рыцарь мечей, туз жезлов и 3 кубков. Рыцарь мечей нам говорит о том, что все, как в прошлом, быть не может. Это когда мы перерубаем те нити, которые нас связывали, и нам необходимо выстраивать что-то новое. Туз жезлов нам обычно говорит об инициации, а 3 кубков о каком-то коллективном либо договоре, либо соглашении, либо о союзе, либо об объединении. Здесь, с одной стороны, жесткая, но как бы такая конструктивная позиция. Позиция США, она самая мощная, я бы так сказала, по тем арканам, которые здесь у нас выпадают, потому что здесь у нас 3 жезлов, король жезлов и солнце, да, старший аркан. Здесь действительно Китай заинтересован в разрешении какой-то ситуации, партнерства, но опять-таки на своих условиях. Вот в этом союзе Соединенные Штаты для себя отводят такую ключевую важную роль по Солнцу, да, то есть это нечто важное, глобальное, это то, что освещает мир. А здесь буквально можно говорить о том, что позиция США – это оставить доминирование за собой, но в сотрудничестве с Китаем и с Россией. Что ж, давайте теперь просмотрим взаимоотношения между этими странами. Китай и Россия. Страшный суд здесь у нас на дне колоды. Не могу сказать, что такая достаточно активная позиция. Да, есть определенного рода соглашения в военном секторе. Я бы не сказала, что здесь мир, дружба, жвачка, хотя есть определенное соглашение, но они нам говорят о том, что мы пока идем вместе. То есть в качестве ситуативных, например, союзников. То есть вот здесь и сейчас мы двигаемся вместе в едином направлении, но какого-то активного взаимодействия на сегодняшний день пока нет. Чуть позже будет, но опять-таки с разумом, с головой. Здесь буквально в смысле идет отделение зерен от плевел.
расчет такой достаточно серьезный, но, скажем так, пока идет вместе. Такой достаточно плотный союз, но опять-таки с учетом интересов каждой из сторон. На сегодняшний день я не могу сказать, что это вот буквально активная фаза. Активность союза между Россией и Китаем найдется или активизируется чуть позже. Также можно сказать о том, что есть определенного рода спорные моменты, но, по всей видимости, они будут разрешаться не здесь и не сейчас, а после достижения каких-то определенных целей. Давайте теперь посмотрим взаимоотношения России и Соединенных Штатов. Восьмерка жезлов. Все развивается достаточно стремительно. Такое хаосообразное, скажем так, хаосообразные взаимоотношения, очень много новостей, коммуникаций. Но опять-таки туз пентаклей, шестерка кубков, императрица. Старые проблемы. Старые проблемы, проблемы из прошлого, которые нуждаются в разрешении. Если мы говорим про взаимоотношения этих двух стран, они действительно могут сосуществовать достаточно эффективно, достаточно стабильно, но опять-таки для этого необходимо разрешить проблему прошлого по шестерке кубков. Не совсем вот, давайте я просто хочу уточнить один момент, что это может означать. Здесь действительно речь идет о том, чтобы осваивать какие-то, не знаю, общие точки интересов, помогать друг другу, зарабатывать денег, но каждый остается при своем и идет своим путем. То есть такая комбинация, она была бы достаточно эффективной для плодотворного сотрудничества между этими двумя странами. Так, давайте теперь посмотрим. Еще хотела добавить про Соединенные Штаты и Россию. Чем дальше друг от друга, тем лучше для двоих. Китай и Соединенные Штаты. Здесь ситуация более сложная, тяжелая. По шуту здесь необходимо, конечно, какие-то перемены. Но шут нам также говорит о том, что произойти может в буквальном смысле все что угодно. Вообще, когда я просматриваю государство, шут я обычно всегда трактую в позитивном значении. Но в данном случае, на мой взгляд, это говорит о том, что вещи спрогнозировать сложно, может произойти все что угодно. Если мы говорим про взаимоотношения этих двух стран, то есть определенного рода готовность сотрудничать, потому что есть определенные обстоятельства, в буквальном смысле связаны эти страны, но после каких-то ключевых структурных изменений. О чем это может говорить? По башне либо что-то такое должно мощное произойти для того, чтобы страны могли каким-то образом договориться и перелистнуть страницу и начать абсолютно какие-то новые взаимоотношения. Либо здесь речь идет о каких-то серьезных структурных изменениях. О чем это может нам говорить? О том, что те взаимоотношения рушатся в буквальном смысле этого слова, и выстраивается абсолютно новая позиция, которая могла была быть удовлетворительной для двух стран. Но башня — это всегда риск, башня — это всегда резкие какие-то изменения, куда они могут нас привести, но это к обострению каких-то взаимоотношений военного характера. Поэтому здесь могут быть действительно сложности. Давайте теперь посмотрим среднесрочную перспективу. Это вот мы сейчас ближайший период рассматривали. Как сложатся взаимоотношения между этими тремя странами в дальнейшем. Ну, такая достаточно сложная борьба. Здесь каждый из представителей, из представленных стран будет пытаться конкурировать.
Ну, чтобы вы понимали, какого рода эта конкуренция, какого-то экономического формата. Сказать о том, что эти страны будут участвовать друг с другом в военных действиях, к сожалению, нет. Поэтому здесь они будут через экономические какие-то проблемы, создаваемые друг другом, пытаться разрешаться. Ну и выживет, по всей видимости, самый сильнейший. Давайте я все-таки уточню вероятность прямого военного столкновения между этими тремя странами. Нет, 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 абсолютно нет. Воевать в прямом смысле этого слова эти страны не будут. Но на дне колоды у нас семерка мечей, которая нам говорит о том, что они могут косвенно каким-то образом участвовать в конфликтах, но либо не на своей территории, либо на каких-то, точнее как, не то, что не на своей территории, чтобы это было не в лоб. То есть вот такие взаимоотношения здесь исключены. Ну и давайте посмотрим, с чем останется Китай. Китай ждет серьезная трансформация. Детализировать не буду, потому что где-то рассматриваю перспективу пятилетнюю. С чем останется Россия? Россия будет тяжело и много работать. Здесь такой прям каторжный труд. С чем останется США? Ну, США здесь с риском для себя выбьет какие-то новые возможности. Хотела бы я еще посмотреть про распад. Все говорят о том, что Китай распадется, Россия распадется и Соединенные Штаты. Давайте посмотрим, насколько это может соответствовать действительности. Китай. Нет, Китай нет, он, да, пожалуй, даже больше приобретет, но с помощью какой-то хитрости что-то родное вернет. Россия. Кстати, да, все правильно. Но России тоже здесь нет. Рыцарь жезлов нам говорит о расширении каких-то новых возможностей. Так, еще по звезде, то, что, к примеру, давно очень хотелось. Соединенные Штаты. По Луне сложно сказать, но сейчас я уточню. Соединенные Штаты могут потерять, но не в рамках своей страны. Луна, десятка мечей, нам может говорить о том, что США может потерять либо какую-то колонию, либо какое-то влияние на каких-то территориях. То есть если мы говорим про распад Соединенных Штатов, то вот как таковых я не вижу, что вот государство распадется на несколько частей. Луна, десятка мечей, нам может говорить о травме, например, да, для государства. Потеря какая-то будет, но я пока не могу сформулировать, в чем это будет заключаться. Территориальной потери не будет, но может быть травмирована часть территории в результате какой-то неопределенности. На этом все. Берегите себя. Пока.